Всем приветик, погода сегодня 20 градусов, даже 21, но пасмурно и вроде как дождь будет и ветер есть. Пчелы особо не летают, но и не очень доброжелательны. Так, это у меня манюсенький отводочек для облета маток, потому что вывелись у меня матки. Я сделал малюсенькие облетные отводочки, в которые дал зрелые маточники, чтобы в них родились матки. И матки облетались. Это такие совсем крохотные семьи, только для облета маток. Вот как я их делаю. Вот у меня 3 рамки расплода. Вот, и сбоку стоят полномедные рамки с медом. С одной стороны и с другой стороны. Почему полномедные? Потому что, как я уже рассказывал, полномедные рамки, они как холодильники действуют. Или, скажем так, как резервуары тепла, потому что когда пчелы нагревают гнездо, то они нагревают и эту рамку. А так как рамка массивная, в ней много меда, то мед удерживает тепло. Такой ветер большой, ворота щелкают. И когда идет перепад температур, допустим, ночью холодает, то эта полномедная рамка, она держит тепло. И тогда микроклимат в семье, он не так, скажем так, меняется резко. А пчелы не столько боятся холода или жары, сколько боятся перепадов температур, потому что они не успевают адаптироваться. Так вот, эти полномедные рамки, они выступают как гасителями этих колебаний. Эта рамка массивная с большим количеством меда остынет, то уже наступит день, солнце опять улей нагреет. Поэтому вот такие вот рамочки у меня стоят с каждой стороны слабой семьи. Не ради того, чтобы там мед был, а вот ради того, чтобы создавался массив. Так, ну и есть у меня вот такие пчелки. Вот мои пчелки. Я давал им 3 рамки с расплодом. Видно, расплод уже с половины вышел. То есть, таким образом, эта маленькая семеечка, она усиливается постоянно молоденькой пчелочкой. Потому что постепенно этот расплод выходит и усиливает эту малюсенькую семеечку. Вот видно, пчелочка лупится пчелочка. Вот она маленькая, лупится, рождается. Вот кто спрашивал, что такое расплод на выходе. Вот это и называется расплод на выходе. Расплод печатный, но пчелка уже начала лупиться. Вот она лупится, вот такую рамочку можно в слабенькую семью подставлять. Пчелка буквально за 1-2 дня выйдет. И семье не надо этот расплод греть, потому что слабенькая семья, она не может расплод обогреть. Но так как он уже на выходе и уже лупится, то, собственно, и греть здесь нечего. А в семье сразу добавляется 2 рамки молоденькой пчелки. Молоденькая пчелка маточек любит, голубит, лелеет. Ну, посмотрим, здесь у меня в клеточке что-то родилось или не родилось. Родилась, ой, моя ты маленькая. Ой, какое счастье родилось. Малюсенькое. Он бегает. Ой, ты моя мубочка. Ой, я ты хорошая. Есть маточка. Одна. Но это у меня маточка в клеточке здесь просто грелась. А здесь в этой семье были еще и просто маточники без клеточек. И вот они, эти маточники прекрасные. И вот видно, маточник открытый, значит маточка вышла. А вот видно, маточник сбоку разгрыжен. Значит, в этом маточнике пчелки матку убили. Потому что родилась новая молоденькая маточка. И им те матки уже не надо. Вот еще висят каких-то 2 маточника непонятных. Живы там матки, не живы там матки. Не живы. Вот видно, они их разгрызли сбоку, эти маточники. И убили маток, потому что родилась молодая матка. Вот что значит избирательность пчел на маток. Пчелы выбирают лучшую матку. И когда даете в такие вот облетные отводочки несколько маточников, я в этот отводок, по-моему, дал 5 маточников, они из 5 маточников выбирают матку лучшую, а всех остальных обрекают на гибель, то есть они их убивают. Так, это шлак. А матки, которые в клеточке, какие бы они ни были по качеству, они все равно остаются живыми, потому что у пчел нету к ним доступа, они их не могут убить. Поэтому
Та, что матка родилась в улье из маточников, которые были открыты, к которым был доступ у пчел, та матка будет лучшая. Можно сказать, что на 90% то лучшая из 5 маток. А здесь это лотерея. Матка может быть и хорошей, а может быть и не очень, потому что пчелы ее не избирали. И из нее может родиться что ни попадя. Ну, в качестве запасной, конечно, она пойдет. Я сейчас ее отдам в другой улей. Там, где матка еще не родилась. Ну, вернее, у меня несколько таких отводочков сформировано. И не везде такая ситуация хорошая, как здесь. Где-то матки еще не родились, а где-то и не родятся. Так что запасная матка никогда не лишняя. Вот, видно, тоже был маточник. Вот он. Кыш. И они его разгрызли. Все, личинку выбросили. Там уже матки нету. Здесь вот. Вот был маточник. И они оттуда просто личинку выбросили. Они даже не успели его запечатать. Матка новая родилась, личинку прибили. Первое, что делает молодая матка, когда она вышла из маточника, это она убивает своих конкурентов, которые еще не успели выскочить. И таким образом в семье остается только одна самая сильная, самая выкормленная, самая резвая, самая активная. Ту, которую пчелы на выходе кормили, потому что те матки, которые для пчел нежелательны, они их не выбрали. Они их просто на выходе не кормят, потому что матка из маточника выходит не сразу, а постепенно. Сначала она просит покушать, и ее кормят, и запечатывают назад. И она еще сутки сидит в том маточнике, но уже покормленная, и набирается сил. А маток, которые пчелы выпускать не хотят, то они, те матки, кушать просят, но их никто не кормит. И они в результате, получается, слабенькие, хиленькие. Ну, в общем, то, что рождается в клеточке, оно тоже рождается слабенькое и хиленькое. Ну и, соответственно, у таких слабеньких, хиленьких маток, даже если они родятся, шансов против откормленной, отборной матки, конечно, нет. Происходит драка, и сильная матка убивает слабую. И таким образом остается только матка одна. Так, ну раз она где-то вышла, эта матка, то она где-то в этой жменьке пчел должна тусоваться. Если не полетела еще на облет, конечно. Но мне кажется, что она где-то была. Обычно молоденькая маточка, которая родилась, она тусуется не на рамках с расплодом, а на медовых рамках. Так, на эту маточку пока в сторону. Моя ты манюсенькая. Вот, первые сутки, первые день-два, она тусуется там, где тусуются трутни, на медовых сотах. Там, где расплод, она не бегает, потому что там ее не очень любит. Она в это время откармливается на медовых сотах, там, где есть мед, просит у пчел покушать и готовится к полету на облет, потому что неплодная матка пчелам никакой ценности не представляет. Они на нее болт ложат. А вот если матка уже плодная, о, тогда совсем другой разговор. А вот манюсенькая моя ты хорошая. Вот она бегает. Вот она бегает уже на расплоде. Значит, она родилась уже несколько дней назад. И она уже переместилась на расплод. Вот она бегает. Моя ты хорошая. Маточка маленькая. Вот рыжие лапки. Рыжие лапки бегают. Бегают рыжие лапки. Моя ты хорошая. Убила всех остальных мне маток. Какая ты молодец. Моя избранная матка. Всех поубивала, сама осталась. Красавица. Ну пусть теперь облетывается. Теперь у нее есть 10-15 дней на облет. Я их специально вывел, этих маток пораньше. Ну я каждый год их так вывожу, чтобы их облет попадал на цветение в нашем регионе. Сейчас есть взяток. И когда есть взяток, матки хорошо облетываются. А вот когда взятку у нас не будет, то тогда есть большие проблемы с облетом маток. Потому что маток пчелы убивают. И матки тогда летят на облет, но по возвращению в улей их дико избивают. И матки пропадают. В общем, когда период безвзяточный, то с облетом маток большие очень проблемы. А у нас такая история очень частая. Поэтому в нашей местности с облетом маток есть большие проблемы. Приходится вот
Так, самое главное, чтобы литок, через который бегают пчелы, располагался напротив расплода. Это истина прописная, потому что семейка слабенькая. Если кончится взяток, будет грабеж всеобщий пчелиный. И маленькая семейка слабенькая, она не успеет отбиться от больших сильных семей. И если расплод стоит не напротив литка, то пчелы такой литок не охраняют. А значит, он будет без охраны, туда зайдет чужая пчела, чего-то свистнет и разобьют семью. А семья слабенькая, отбиться не сможет. Поэтому очень важно, чтобы литочек был напротив расплода. И будет у меня такой райочек. Я его потом усилю. Вот. И будет у меня семейка. Кто-то там просил рассказать, как вести себя с пчелопакетами. Ну вот, типичный пчелопакет. Дождемся облета маток и покажу, как этот пчелопакет будет дальше развиваться. Что я буду с ним дальше делать. Вот моя ты хорошая, моя ты манюсенькая, моя ты маленькая. Надо ее сейчас покормить. Что у нее тут жрать есть? Вот, мед. Что-то еще есть, конечно, но немного. Надо дать ей свеженького медочку и отправить ее в другую семью. Там, где матка еще не вылупилась. Пусть они ее принимают. Вот. И пусть она облетывается. Это у меня еще одна семейка облеточная. Тоже на 3 рамочки маленький отводочек, манюсенький. И вот здесь у меня в 3 клеточках маточники, из которых матки еще не вышли. В этой семейке матка еще не вышла. А это у меня клеточка с той маточкой. С бубочкой, с маленькой. Я вход в клеточку заклеил вощинкой, чтобы пчелки вощинку прогрызли и маточку выпустили. Ну и маточке дал меду пожрать, чтобы с голоду не окочурилась. Вон пчелка, видно, мордочку тычет в дырочку. Там в вощинке я сделал дырочку 3 мм, чтобы пчелки могли общаться с маткой. И видно, вот пчелка грызет вощинку, пытается выпустить маточку. Добраться до нее, они ее уже почувствовали и хотят выпустить. Можно было матку пчелам сразу дать, без клеточки, но не рискнул я, потому что погода сегодня нелетная. На завтра дождь, на послезавтра тоже вроде маленький дождь. В общем, пчелы летать не будут, приносу нектара в улье не будет, хотя у нас уже яблоньки начинают цвести. И не рискнул я просто так им матку дать. Нету медосбора, нету приноса нектара, могут матку принять плохо, поэтому пусть берут через клеточку. Ну, я думаю, что они до утра должны ее выпустить. Но, во всяком случае, завтра посмотрю, выпустили, не выпустили. Ну и заодно посмотрю на этих друзей. Родились они или не родились. Ну, видно, пчелки бегают по клеточкам. Значит, интересуются этими маточниками. Значит, там еще, может быть, матки живые на выходе. И пчелки их слышат. И там возле них тусуются. Пытаются определить, что это за чудо там живет. А возле этой клеточки пчел мало. Что-то им не нравится. А вот возле средней много пчел. Вот такой вот малюсенький отводочек для облета матки. Дай бог облетится, я его быстренько усилю, и будет это средняя по силе семья. В общем, такие вот дела. Пишите в комментариях, кто чего думает по этому поводу. Не забудьте ставить лайки. И делитесь этим видео. Мне на радость.